Приветствую! Перед началом просмотра ролика не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Горные козы, беззаботно гуляющие по отвесным скалам, одно из самых захватывающих явлений, которые можно увидеть в дикой природе. Что позволяет животным удерживаться на неприступных кручах, и зачем козлы вообще забираются так высоко в горы? Вопреки распространенному мнению, горные козлы все-таки срываются со скал. Статистики смертности животных никто не ведет, однако предполагается, что подобные инциденты случаются довольно часто. Одно из подобных происшествий произошло в 2010 году в австрийской коммуне Фильсмас. Известным оно стало только потому, что сорвавшийся козел упал на 59-летнего туриста Вальтера Кайзера. Оказавшийся на пути козлиной судьбы мужчина получил серьезные повреждения. Животное не стало дожидаться спасателей и убежало. Доказательством падений являются особи с поломанными рогами и хромающей походкой. Как правило, падают они по молодости и в периоды спаривания, когда самцы сталкивают друг друга в поединках за самку. Но несмотря на несчастные случаи, горные козлы удивительным образом ходят по скалам, смотря на других животных свысока. Как они это делают? Разгадка удивительно устойчивой козлиной походки кроется в особом строении его копыт. Копыта животного узкие, раздвоенные и твердые по контуру. В центре расположена мягкая подушечка. Когда животное наступает на торчащий выступ, подушечка проваливается внутрь, позволяя существу зацепиться за камень твердой частью копыта. Таким образом достигается лучшее сцепление с поверхностью. В совокупности с хорошей координацией движений, врожденным чувством равновесия, мощными мускулистыми конечностями и полным отсутствием страха перед высотой, копыта позволяют животному взобраться на самые головокружительные высоты. На первый взгляд, поведение животных кажется абсурдным, на скалах нет густой растительности и воды. Однако они относительно медлительны и крайне уязвимы для крупных хищников, прежде всего кошачьих. При встрече с барсом на открытом пастбище у особи нет шансов на выживание. Вот стадо и укрываются в труднодоступных местах. Животные спускаются на поле по утрам и вечерам, а дни и ночи проводят высоко в горах. При этом скачут с места на место козлы не всегда. Обычно существа находят площадку поровнее и просто лежат до наступления чувства голода.